Затем он поступил в Академию магии, где научился контролировать свою магию и спасать мир от организации магических террористов. Такэси живет со своей совершенно ненормальной и неблагополучной семьей, и он так их ненавидит, что ходит в школу даже во время каникул. К счастью, его девушка Куруми всегда ходит с ним в школу, где они оба состоят в клубе фехтования. В один из обычных дней, когда Такэси собирался зайти в дадзё, из соседней комнаты выпала раненая девушка. Он запаниковал и попытался помочь ей, отведя в школьный медпункт, где девушка пришла в себя и стала звать своего брата, чтобы он не бросал ее, и обняла Такэси. Он растерялся, но понял, что ей нужно, но тут она открыла глаза и направила на него пистолет, приняв его за извращенца. Внезапно у нее подкосились ноги, и случилось маленькое счастливое происшествие. Она упала прямо на губы Такэси. Она смутилась и выстрелила в него из своего магического пистолета, но ее меткость была хуже, чем у штурмовика, и она промахнулась. Она успокоилась, когда узнала, что Такэси привел ее сюда, чтобы помочь, и представилась как Муиаба. Такэси заметил вокруг нее светящийся дым и спросил, что это, и она сразу же извинилась, потому что если он видит дым, значит она все испортила. Внезапно в комнату влетела черная бабочка, и она сбила ее, сказав, что это был магический дрон, посланный ее братом, который хочет ее убить. Муи хочет сбежать с Такеши, но тут появляется ее брат Супа со своей бандой. Такеши пытается сбежать через окно, но они замораживают его с помощью магии. Парень с большим мечом и его банда хотят с ними подраться, и Такеши достает свой бамбуковый меч, чтобы сразиться с ними. К его удивлению, он хорошо с ним справляется, блокирует его атаки и даже умудряется ударить его в грудь. Это задевает самолюбие здоровяка, и он безрассудно нападает на Такеши, отбрасывая его назад, и в итоге протыкает его бамбуковый меч. В этот момент в Такеши пробуждается скрытая магическая сила, и он видит будущее движение своего врага. Он уворачивается от удара мечом, подпрыгивает и бьет здоровяка по руке, чтобы обезоружить его. Огромный меч летит в сторону Муи, которая едва успевает увернуться, но он разбивает окно, давая ей Такеши шанс сбежать. Они прячутся за колонной, и Муи говорит Такеши, что она была волшебницей, как и люди, которые за ней охотятся. Затем она извиняется и говорит, что превратила его в волшебника с помощью своей магии, и начинает плакать, потому что это ее вина. Такеши добрый, и он утешает ее, а Муи говорит, что большинство волшебников боятся обычных людей, поэтому они скрывают свою личность. Но однажды ее брат взбунтовался и присоединился к радикальной группировке под названием «Призрачный трейлер», которая хочет уничтожить всех людей. В этот момент туда приходит девушка Такеши Куруми и ревнует к новой девушке. Но прежде чем она успевает понять, что происходит, большой парень и ботаник из банды приходит, чтобы свести счеты. Такеши берет меч своей девушки и говорит ей, чтобы она убегала вместе с Муи, но вдруг этот придурок нападает на девушек, и Муи не может в него выстрелить. Поэтому Куруми бьет его по голове тяжелой книгой. Это злит придурка, и он достает из портфеля шершней убийц, которые нападают на девушек. Через несколько секунд он понимает, что забыл о магическом заклинании, запрещающем магам сражаться в обычном мире. Заклинание срабатывает, потому что он напал на Муи, и придурок кричит от невыносимой боли. А затем темный магический круг поглощает его силу и жизнь. Куруми соприкоснулась с магией из-за нападения, и, как и Такеши, она тоже стала волшебницей, и за 5 секунд получила 5 лет развития персонажа благодаря магии трансформации. В этот момент туда приходит еще один их друг-хулиган по имени Ида, держа за руку девушку из банды злых волшебников. Он говорит, что она напала на него из ниоткуда, когда он шел на дополнительные занятия, поэтому он надрал ей задницу. Он спрашивает, когда Курума сделала себе импланты, и его рука начинает гореть из-за его новых магических способностей. Здоровяк терпеливо ждал, пока они насладятся просмотром, но теперь он разозлился и напал на Такеши, выталкивая его на улицу. Такеши использует свою магию предвидения и уклоняется от мощного удара, а затем, предсказывая его движение по облаку пыли, снова уходит от него. Он говорит мужчине, чтобы тот сдался, но тот отказывается и снова нападает на него. Но Муи была готова помочь и использовала мощное заклинание поддержки, которое оказалось обычной светошумовой гранатой, ослепившей врага, дав Таши шанс нанести точный удар в горло противника, который истек кровью и попрощался с жизнью. После этого Муи сказала всем следовать за ней и перенесла их в параллельный мир, находящийся внутри зеркала. Она сказала, что это разрушенный мир, мир магов, и Такеши не мог поверить своим глазам. Разрушенный мир был копией Токио, где все было уничтожено войной. Затем Муи привела всех в Академию магии Субару, также известную как японский Хогвартс, где они встретились с директором Сиджу Мамокой, 15-летней девушкой с 30-летним опытом. Она рассказала новым магам о Великой магической войне 16-летней давности между призрачным трейлером и остальными магами. Казуман, лидер призрачного трейлера и Волан-де-Морт их мира, использовал заклинание божественного уровня под названием «Последний реквием», чтобы убить всех людей. Но 15 великих магов, которые выступили против него, использовали свои силы, чтобы разделить мир на два. Только когда мир был уничтожен последним
последним реквиемом, и теперь он называется разрушенным миром, живой мир остался в безопасности. Две враждующие группировки пришли к соглашению, что будут продолжать войну только в разрушенном мире, и тот, кто победит, получит контроль над живым миром. Самый могущественный маг по имени Мудрец наложил на живой мир заклинание под названием Дар, чтобы маги не могли сражаться там, используя магию предков. После войны лидер призрачного трейлера пропал, и никто не знал, где он, хотя некоторые думали, что он погрузился в глубокий сон после использования великого магического заклинания. Мамока предлагает трем недавно инициированным волшебникам выбор: остаться в японской школе волшебства и изучать магию, или вернуться в свой мир. Такэси немного думает и решает остаться, чтобы помочь Муи воссоединиться с братом, а Иде тоже несложно, потому что он считает, что это будет приключение. Куруми сначала сомневалась, но тоже решила пойти в школу волшебства, чтобы быть рядом со своим парнем. Мурока зачисляет их в класс Си на первый год старшей школы и переводит Муи из его класса в класс Си из-за ее опрометчивых действий. На следующий день начинается урок, и учитель рассказывает ученикам о магии предков, которая уникальна для каждого человека. Существует 6 видов магии предков, и они проявляются с помощью артефактов, называемых аспектами. У Куруми это бальзам для губ, а у Иды кольцо с черепом. У Такаши нет аспекта, и учитель, просканировав его, узнает, что у него уклончивая магия, поэтому он отправляет его в класс движения. В магазине они встречают веселого продавца по прозвищу Шрамолицый, который отводит его в оружейную. Такэси сначала удивляется, но потом просит оружие, похожее на катану, так как он уже умеет им пользоваться. Шрамолицый дает ему странный черный меч с магическим кругом на ножнах. Когда-то им владел один из 15 великих магов войны, который теперь ушел на покой. На рукояти есть еще один магический круг, и Шрам говорит Такаши, что это волшебный меч, на котором выгравирована защитная магия. Если Такаши подойдет ему, его сила многократно возрастет, но если нет, то он может потерять руку. Пока Такаши размышляет, что ему делать, Шрам внезапно нападает на него, и он уворачивается и блокирует его атаки, активируя тем самым магию меча. Меч реагирует на магию Такаши и начинает поглощать ее, чтобы проявить свою особенность. За мгновение до того, как Такаши падает на колени от усталости, из рукояти меча выскакивает магазин для пуль. Шрам хвалит его выносливость и объясняет, что это оружие называется сумеречный меч, и Такаши может использовать пули, заряженные магией других людей, чтобы трансформировать свой меч. Такаши берет 3 пули, которые дает ему Шрам, и принимает меч. Вскоре они с Вуи возвращаются в класс, который сгорел дотла из-за того, что магия Иды вышла из-под контроля, но учитель говорит, что в этом нет ничего необычного, и урок продолжается. На следующий день троица идет на тренировочное поле, чтобы научиться боевым приемам. Такаши с трудом контролирует свой меч Сумрак, а Ида тоже не может нормально использовать свою магию. Куруми более искусна, но ее магия трансформации может превратить ее только в модель для мужского журнала, и Такаши ревнует, когда все парни смотрят на нее. Он беспокоится, когда Ида взрывается во время тренировки, и Куруми ругает его за это. Муи прерывает их и забирает Куруми с собой на урок плавания. В раздевалке она предлагает ей билеты на сеанс гадания, чьи предсказания любви сбываются на 100%. Девочки заинтересовались, потому что они обе думали о Таши, а потом, когда столкнулись с ним и Идой, покраснели. Они обсуждали планы на ужин, когда мимо них прошли несколько девушек и начали оскорблять Муи и ее брата, называя его предателем. Муи услышала это и убежала. Зеленоволосый учитель рассказывает новым ученикам о 7 самых могущественных сообществах волшебников, которые выступают за мирное сосуществование с людьми. В волшебном мире существует 7 самых могущественных сообществ, и их лидер – волшебник Бройс, который выступает за мирное сосуществование с людьми. Сообщество призрачного трейлера не входило в число 7 сообществ, и его ненавидели все остальные, особенно волшебник Бройс. Майя, ее брат и девочки из их компании были членами сообщества волшебника Брейса. Но когда ее брат присоединился к сообществу террористов, они возненавидели его и назвали предателем. Такаши сочувствует Муи, потому что его семья тоже ненавидит его. Позже они идут на урок, где Такаши узнает, что несколько мальчиков тайно сфотографировали Куруми, и как ее парень, он забирает у них все фотографии. Пока он отчитывал их, Муи услышала, что у него есть девушка, и убежала, чуть не плача. Такаши чувствует себя виноватым перед ней, и это заставляет его девушку ревновать и сомневаться в себе. Куруми идет к гадалке, которая говорит ей, что Такаши не будет верен ей и что ее личная жизнь закончилась. Она переворачивает стол и убегает в слезах, а позже Муи приходит к ней, чтобы извиниться за то, что украла первый поцелуй ее парня, но она объясняет, что это вышло случайно. Куруми подбегает к Такаши и, увидев его, сразу же бросается целовать, но он останавливает ее.
Она спрашивает, почему он не хочет целовать свою девушку, если целовался с Муи, и он грустно отвечает, что они могут больше не притворяться парой. Эти слова шокируют и ранят бедную девушку, которая неделю не обращает внимания на Тесси, но потом кто-то делает ей предложение, думая, что она снова на рынке невест. Куруми отказывает ему, но парень подходит сзади и касается ее плеча, что вызывает у нее посттравматическое стрессовое расстройство, и она падает на землю. Такаши подбегает, чтобы помочь ей, и угрожает убить парня, если тот еще раз к ней приблизится. Такаши вспоминает, что Куруми была красавицей с самого рождения, и когда она начала взрослеть, мальчишки сходили по ней с ума. После неприятного случая с преследователем она попросила его притвориться ее парнем, чтобы отпугивать мальчишек, и он согласился, потому что был ее лучшим другом. Это создало проблемы между Такаши и его младшим братом Яку, которому нравилась Куруми, и он разозлился, когда узнал, что его брат его кинул. Они шли в школу после ссоры, когда Такаши слегка толкнул брата, и тот упал прямо под колеса мчащейся машины и остался инвалидом на всю жизнь. Гаку до сих пор считает, что его брат толкнул его, и поэтому злится на него. Когда Такаши заканчивает вспоминать всю эту историю, Куруми просит его вернуть их отношения в прежнее состояние, потому что он ей нужен, и он соглашается. Затем она замечает свои неприличные фотографии у него в кармане и забирает их, но одну оставляет, чтобы он мог потренироваться в фехтовании ночью. На следующий день Такаши и Ида тренируются вместе, и Ида пытается наполнить одну из пуль для хранения своей огненной магией. Но у него не очень хорошо получается, и у Такаши тоже не выходит. Вскоре к ним подбегает Курума и говорит, что Муи пропала и оставила карту. Они сообщают об этом учителю, и тот заключает, что она искала своего брата, но школа сейчас не может ей помочь, потому что директрисы нет на месте. Такаши говорит, что если школа не поможет Муи, то он сам пойдет и поможет ей. Его друзья считают это глупой затеей, но он очень хочет спасти Муи. В конце концов они решают присоединиться к нему и встретиться у ворот, где прячутся и ждут, пока пройдут охранники. Они проходят через ворота и оказываются внутри защитного барьера в разрушенном мире. Женщина в вуале, сидящая на троне, представляется надзирательницей ворот и говорит, что девушка, которую они ищут, не проходила через ее ворота. Она велит им вернуться, потому что снаружи идет война, но вдруг в небе раздается взрыв, и в барьер попадает черный шар с краской. Вскоре краска превращается в мага, которого враг превращает в пепел. Куруми в ужасе цепляется за Такаши, и тот предлагает отвезти ее обратно в академию. Но они оба следуют за ним, когда он выбегает из барьера. Между тем Муэ недалеко от них. Вчера она ходила к гадалке, чтобы узнать, где находится ее брат, и вот теперь она наконец-то его нашла. Ее вспыльчивый брат Суга говорит ей, что это была ловушка, которую устроила гадалка, член призрачного трейлера, и что он собирается забрать ее туда живой. Му пытается напомнить ему о прошлом, но он отрицает, что помнит ее, и хватает ее за воротник. Она говорит ему, что это она подарила ему перчатки, которые он сейчас носит, и что к нему возвращаются воспоминания. Но к тому времени он уже поглощает ее магию, чтобы победить ее. Когда он высасывает всю ее магию, на место происшествия прибывают Такаши и его друзья. Он в ярости, увидев своего друга на земле, и нападает на Сугу, спрашивая, как он мог навредить его младшей сестре. Вспыльчивому парню все равно, и он намеренно использует магию, чтобы усилить свои способности. Чуба взлетает высоко в воздух и бросает ледяные копья в Такаши, который уклоняется и блокирует их с помощью своего предвидения, но он не успевает и получает удар последним копьем. Шуби решает заманить Такаши в свой ледяной замок, но Ида отталкивает его с дороги и оказывается замороженным. Такаши не может его освободить, но у Иды появляется шанс проявить себя, и он говорит ему спасти Муи. Он вспоминает, как Такаши однажды спас его сестру от похищения, и теперь он перед ним в долгу. Такаши уклоняется от атак Суги, подходит к Муи и встает перед ней. Вспыльчивый парень понимает, что перед ним новичок, который даже не умеет использовать освобождение, и решает эффектно прикончить его градом пуль. Такаши отбивает их все своим мечом и посылает несколько в Иду, чтобы тот освободился из ледяной тюрьмы. Затем он относит Му к своим друзьям и говорит Иде, чтобы тот зарядил магическую пулю, потому что это их единственный шанс дать отпор. Такаши снова бежит навстречу Субе, который спускается с неба, чтобы сразиться с ним. Такаши уклоняется от его ледяных атак и пытается одолеть его с помощью меча, но Суба тоже не носит свой меч просто для красоты. Он снова атакует Такаши ледяными копьями, и девушки прикрывают его. Ида почти закончил заряжать пулю до 100%, а Такаши достает патрон из своего меча. Суба снова атакует его ледяными копьями, и девушки блокируют их щитами. Ида успевает зарядить пулю и бросает ее Такаши, как только тот достает патрон. Он заряжает свой меч-пулемет, который превращается в пылающий меч, и как только девушки выдыхаются, Такаши использует мощную атаку под названием «Взрывной туман». Взрывной туман уничтожает атаку Субы и взрывает его. Он падает на землю, и Вэй хочет подойти к нему, но Такаши говорит ей, что битва еще не окончена. Внезапно из дыма появляется седовласый дворецкий по имени Вашиджо, который хвалит таланты новых магов,
а затем телепортируется в штаб-квартиру призрачного трейлера вместе с Субой. Позже Такаши и его друзья возвращаются в школу, где директор Момоко ранена после недавней битвы и отчитывает их за нарушение правил и риск для жизни. Она просит их пообещать, что они не будут делать ничего безрассудного, но Такаши говорит, что не может этого обещать. Он уверен, что мы не перестанем искать ее брата, и он всегда будет помогать ей, несмотря на опасность. Момоке нравится его отношение, и она говорит, что скоро даст ему шанс проявить себя. Шанс, о котором она говорит, это экзамен по магии предков, который состоится в здании, созданном с помощью иллюзорной магии. Если Такаши и его команда справятся с экзаменом, они получат разрешение Момоке отправиться на поиски Суги. Через пару месяцев наступает день экзамена, и всех студентов распределяют по разным этажам в зависимости от их магии предков. Такеши и другим магам с уклончивой магией нужно добраться до центральной части здания в городе иллюзий, избегая препятствий и ловушек. Студенты бегут к центральному зданию и сталкиваются с первым препятствием — пауками-пулеметчиками. Пауки окружают их и начинают стрелять, но Такаши каким-то образом удается пережить первую волну. Двигаясь к цели, он видит мечника Ойгами из банды Субы и вступает с ним в схватку. Парень говорит, что он здесь только для того, чтобы сдать экзамен, и отказывается вспоминать Такаши или то, что он когда-то был частью призрачного трейлера. На самом деле его похитил волшебник Брюйс, и его воспоминания были стерты, чтобы он не помнил о своем пребывании на темной стороне. Позже Такеши сталкивается с носорогом, который гонится за ним по городу, и когда тот уже готов растоптать его, глюк в матрице спасает его. Это нападение было совершено членами призрачного трейлера, которые проникли в кампус Академии, чтобы устроить хаос во время экзамена. Из-за их черной магии город иллюзий начинает разрушаться, пол под ногами Такеши исчезает, и он падает. Но благодаря магии левитации мягко приземляется и оказывается в лабиринте на этаже Куруми. Недалеко от него на Куруми нападает каменный голем, но Ойгами прыгает и спасает ее, а затем уничтожает голема. Она потрясена, увидев его, а потом понимает, что он ничего не помнит о том, что произошло на земле. Однако, когда он попытался ее спасти, его ударили, и это заставило его покинуть экзамен. Через некоторое время Такеши и его друзья встречаются, и все они потрясены, узнав, что Такеши и Куруми встретили Ойгами, но он ничего не помнил. Вэй говорит им сосредоточиться на том, чтобы выбраться с этого уровня, пока он не разрушился, и они начинают искать выход в лабиринте. Они уже почти у цели, и рядом с ними приземляется каменный голем. Такеши готовится к бою, но голем одним ударом отбрасывает его. Мощный огненный выстрел Ву тоже не действует на него, Аида даже не успевает сконцентрировать свою магию, чтобы атаковать голема. Такеши говорит ему, что они снова используют комбо-атаку огненным мечом, и просит у Иды заряженную пулю. Он бросает пулю в голема, но его меткость такая же плохая, как у штурмовика, и он промахивается. Муи и Куруми отвлекают голема, пока Такеши поднимает пулю. Голем вот-вот раздавит девушек, но Ида блокирует его атаку огненным ударом, а Такаши тем временем заряжает свой меч-пушку. Он использует взрывную пушку на каменном големе и уничтожает его одним выстрелом. Из останков голема вылетает карта, и она попадает к гадалке Виолетте, которая является высокопоставленным членом призрачного трейлера. Она пришла сюда, чтобы устроить хаос, но теперь, увидев сумеречный меч в действии, она хочет его заполучить. На следующий день Каруни напоминает Текиши о его обещании посетить храм в Новый год с семьей, но он не хочет этого делать. Это злит ее. Она убегает в слезах, а Муи пытается помирить ее с Такаши, но понимает, что сама портит свои шансы с ним. Через несколько дней Куруми возвращается домой в мир живых, а Текиши тренируется с Муи наедине. Во время короткого перерыва Моуди из-за лихорадки становится невменяемой и оказывает ему услуги фанатки. Смущенный Такаши отводит ее в комнату в общежитии, где она становится еще более невменяемой и обнимает Такаши, иногда называя его Куруми, а иногда Цубой. Она затаскивает его в свою постель, и они делают больше, чем просто обнимаются под одеялом. Вскоре она засыпает, и у Такаши появляется шанс уйти. Но время оказывается неудачным, потому что в этот момент в комнату заходит Куруми. Она шокирована и в ярости от того, что ее парень ей изменяет, и выгоняет его из комнаты, а затем делает то же самое с Муи. Куруми начинает плакать у двери, Муи приходит в себя и бежит звать Такеши, чтобы он разобрался со своей девушкой, которая от переизбытка эмоций превратилась в ребенка. Такеши сидит у фонтана и отказывается возвращаться к Куруми, говоря Муи, что она не его настоящая девушка. Он рассказывает ей, что притворялся, чтобы защитить Куруми от преследователей, но теперь хочет остановиться, и Муи думает, что у нее есть шанс. Между Такеши и Куруми долгое время все было неловко, но однажды она замечает Ойгами в библиотеке и заходит поблагодарить его. Он успокаивает ее из-за проблем в отношениях, и она выбегает из-за смущения, где сталкивается с Такеши, и между ними снова все странно. Через неделю объявляют результаты экзамена, и Момоко разрешает Такеши и его друзьям преследовать Суву, потому что они хорошо справились. Она собирает их в своем кабинете, чтобы самой возглавить операцию по захвату. И дает Муи пулю, содержащую магию связывания, которая пригодится, чтобы поймать ее брата, не причинив
причинив ему вреда. Затем она создает дверь в любое место с помощью черной магии, и в это же время группа префектов заталкивает Оигами и девушку по имени Харука в комнату. Никто из них не помнит своего прошлого, но они должны следовать за Момокой, школьной медсестрой и префектами. Такеши и его друзья тоже присоединяются к ним, и все они выходят из разрушенного мира. Вскоре в небе появляется магический круг, и из него появляется машина. Шуба и седой мужчина по имени Вашиджу выходят из машины, чтобы обменять заложников между призрачным трейлером и волшебным браслетом. Оигами наконец понимает, что они были заложниками только для того, чтобы Академия смогла вернуть Шубу. Хатару капризничает и не хочет уходить, но Оигами говорит ей успокоиться и следовать за ним. Перед тем, как уйти, Куруми благодарит его за спасение, а он говорит ей быть сильной и дарит ей подарок на прощание, от которого она краснеет. Заложников обменяли, и Вашиджу говорит Оигами и Хатару сесть в машину, которая телепортирует их на базу, а сам решает сразиться 1 на 1 с Момокой, которая предлагает ему сделать это в менее людном месте. Теперь Шуба должен разобраться с Такеши, его друзьями и остальными. Он использует магию драйва, чтобы усилить свои способности, но сталкивается с командной работой своих врагов. Фильм и 2 школьных старосты используют драйв 2, а медсестра усиливает Такаши и Иду своим заклинанием укрепления. Шуба атакует их ледяными копьями, но медсестра блокирует его стеной воды. 2 старосты окружают его и создают гигантский ключ, которым они открывают землю. Шуба падает в бездонную яму, но едва удерживается благодаря своей ледяной упряжи. Медсестра разрывает ее, но он выбирается из ямы и даже ранит всех, кроме главных героев. Он улетает, и Муу преследует его. Медсестра говорит Такаши и Иде, чтобы они пошли и спасли ее, а Куруми остается, чтобы помочь ей вылечить раненых магов. С другой стороны, Момока и Вашиджу сражаются друг с другом в небе, вспоминая старые времена, когда они были товарищами по команде. Вахиджу говорит, что она не изменилась ни физически, ни морально с тех пор, как они окончили школу, и отмечает, что он сильно изменился и стал злодеем. Она говорит, что теперь он ее враг, и атакует его своим магическим мечом-компасом. Но Вахиджу уворачивается и усиливает свою магию с помощью заклинаний драйв и освобождения. Он использует мощное заклинание, которое атакует ее с помощью прицела, но она создает щит из черного алмаза с помощью своего компаса и блокирует его. Затем Вахиджу использует свою родовую магию растворения и распространяет ее по всей округе, утверждая, что все в радиусе действия заклинания расплавится через 13 минут. Момока решает разобраться с ним до того, как истечет это время, и они вступают в схватку, которая сопровождается мощным взрывом. Они продолжают сражаться и обмениваться ударами, но Вахиджу одолевает девушку и непрерывно атакует ее, чтобы оттеснить назад. Момока приходит в себя и наносит мощный удар, который разрушает мост под ними, но Вахиджу уворачивается. Затем девушка создает портал и атакует его сзади, но он блокирует ее удар. Однако это была лишь уловка, и она стреляет в него спереди, пока меч-компас атакует его сзади. И когда Вахиджу прыгает, чтобы избежать атаки, меч выпускает цепь, которая хватает его за ногу. Момока бросает его в свой магический подвал, наполненный взрывчаткой, и Вахиджу уносит взрывом во тьму. Она думает, что он должно быть мертв, но его магия все еще наносит ей урон, поэтому она понимает, что он все еще жив. Внезапно из моря вырывается фонтан, и Вахиджу выходит из него, говоря, что ей следовало сделать стены подвала прочнее. Он знал, как действует ее магия, и она не могла создать дверь в несуществующее место. Он подозревал, что комната, в которую она его бросила, находилась на дне океана, и его догадка оказалась верна. Тем временем его растворяющее заклинание уничтожало ее одежду и кожу, и оставалось всего несколько минут до того, как она полностью исчезнет. Ван Джу говорит Момоке, что их лидер Кадзума скоро проснется и раскроет все ее темные секреты. Девушка потрясена, услышав это, и использует свою сильнейшую магию, чтобы раз и навсегда покончить с Ван Джу. Она создает портал в открытый космос высоко в небе, который засасывает все вокруг и остается на месте, противодействуя своей же магии. Ван Джу использует барьер, чтобы противостоять всасыванию, и смеется, потому что Момока умрет из-за его растворяющего заклинания, прежде чем он сможет сделать ее астронавтом. Но в тот момент, когда он смеется, в космос засасывает машину. Как только бой заканчивается и портал закрывается, Момока теряет сознание и падает в океан. Пока они сражались, Такэси, Муи и Ида прибыли на съемочную площадку фильма «Холодное сердце», созданного Цубой. Ида пытается пробить потолок огненной бомбой, но это не приносит особого вреда. Прежде чем он успевает нанести еще один удар, защитные механизмы ледяного замка активируются, и со всех сторон в них летят ледяные копья. Уклоняясь от атак, Такэси говорит Иде, что они снова используют комбо с огненным мечом. Он любит использовать меч, чтобы стрелять огненными шарами, но на этот раз атака отскакивает от него и меч улетает.
Ада извиняется, потому что он вложил слишком много силы в пулю. Такеши пытается поймать свой меч, уворачиваясь от ледяных копий, но как только он хватает меч, Шуба замораживает его руку, и Ида приходит на помощь, но он продолжает скользить. Он решает, что она сильная и независимая женщина, которой не нужен мужчина, и первым врывается в бой с ее братом. Такаши кричит ей, чтобы она подождала, потому что он беспокоится за нее, и Ида терпеливо растапливает его замерзшую руку. Такеши говорит другу, чтобы тот перестал использовать пламя свечи и вложил в него всю свою силу, уверяя, что с ним все будет в порядке. Наверху Му встречается с Сугой, и она спрашивает его, действительно ли он счастлив в трейлере. Она волнуется и говорит, что хочет, чтобы он вернулся, но он нападает на нее без предупреждения. Суга собирается прикончить ее, когда мощный взрыв сотрясает его замок, и Такеши и Ида поднимаются на огненном столбе, чтобы добраться до Суги и напасть на него. Они защищают Хелмуи, которая использует тандзюцу на своем брате, утверждая, что хочет, чтобы он был счастлив, где бы он ни был, но добавляет, что сейчас он несчастлив. Она начинает плакать, и Суга тоже не сдерживает слез. Он в шоке от происходящего, а потом видит их с Му детские воспоминания, которые сводят его с ума. Такеши и Ида бросаются вперед, чтобы сразиться с ним, и она заряжает свое оружие пулей-ловушкой. Она готовится к своей последней атаке, и ее оружие увеличивается, как будто сейчас 6 утра, а затем стреляет в брата. Выстрел попадает в цель, и он теряет сознание. Через пару дней Муи уже спит в больнице рядом с братом, и она удивляется, когда просыпается и видит, что Суга вышел из комы и все вспомнил. Она плачет и обнимает его, пока он гладит ее по голове, а ее друзья наблюдают за их счастливым воссоединением. Той же ночью Такаши снится кошмар, в котором он лежит в море крови. Курува бежит к нему, чтобы спасти, и плачет над его телом, когда из моря крови появляется монстр. Она целует Такаши, но монстр утаскивает ее своими щупальцами и исчезает. Такаши просыпается в шоке, когда сон заканчивается, и, сделав несколько глубоких вдохов, снова засыпает. Но не замечает, что его меч поглощает магию, а затем превращается в женщину. На следующий день Суба тренирует Такаши и его друзей, показывая, как он использует мощные заклинания. Вэй благодарит Такаши за то, что он помог ей спасти брата, а потом хихикает и дает ему шоколад, ведь сегодня день Святого Валентина. Она краснеет, когда Суба подходит и показывает Такаши, что ему тоже дали шоколад, так что ему не стоит считать себя особенным. Он дразнит Муи, что ей нравится Такаши, и она смущенно уводит его. Позже Курумён тоже дает ему шоколад, который приготовила сама, и он такой же, как у Муи, потому что они готовили его вместе. Она подразнивает Такаши, что он не выглядит таким уж счастливым, но он не может сказать ей, что ему снова приснился кошмар прошлой ночью. В ту ночь ему снова приснился странный сон, в котором он был высоко в облаках, а Муи радостно бежала к огромному пудингу. Она провалилась сквозь дыру в облаках и проснулась в холодном поту. Он вышел на улицу подышать свежим воздухом и встретил Сагу в общежитии. Узнав о кошмарах, Сага сказал Таши, что иногда плохие сны могут быть вызваны магией, и если они будут слишком часто повторяться, нужно обратиться к медсестре. На следующее утро Таши обнаружил, что Муи подвернула ногу, когда бежала за кем-то, кто нес пудинг. Он был потрясен, что его сон каким-то образом сбылся, но потом у него закружилась голова, и он потерял сознание. Он очнулся в кабинете медсестры, которая сказала ему, что он просто не выспался, и приказала ему спать, пока она его не разбудит. Таши послушался, но ему приснился еще один сон, в котором он увидел Вайджу и странную девушку, которая смотрела на него. Медсестра услышала, как он застонал от боли, и подбежала к нему. Оказалось, что сумеречный меч превратился в девушку и поглощал его магию. Она снова превратилась в меч, когда ее заметили, и медсестра попыталась разбудить Таши, а когда это не помогло, она ударила его, как старый пульт от телевизора, и он проснулся. Как только он очнулся, медсестра отругала его, спросив, почему он не пришел к ней раньше, если ему часто снились кошмары. Позже она объяснила, что это было из-за сумеречного меча, который поглощал его силу, чтобы проявиться в человеческом обличии без его разрешения. Она использовала магию, чтобы наложить на него заклинание кошмаров, которое показывает будущее на 100% точно через плохие сны. Медсестра говорит Такаши, чтобы он не клал меч рядом с кроватью, когда спит, иначе меч высосет из него всю магию и убьет его. Такаши не слушает ее и каждую ночь кладет меч рядом с кроватью. Во сне он видит, как меч быстро превращается в девушку. Эта новость доходит до Мамоки, и на следующий день она вызывает Такаши к себе в кабинет, чтобы отругать его. Она говорит, что он должен слушаться медсестру, иначе она заберет меч, но Такаши отвечает, что ему нужен меч, потому что он хочет увидеть то, что меч хочет показать. Мамока угрожает, что если он не будет слушаться, она сделает с ним то же, что Джон Уик с карандашом. Но потом говорит, что единственный способ решить эту проблему – сразиться с девушкой мечом во сне. Если Такаши победит,
что сможет свободно пользоваться мечом, но это будет нелегко. Такаши боится умереть в реальной жизни, если проиграет во сне, но Момока обещает, что будет присматривать за ним и не даст ему умереть. Ночью вся команда собирается в кабинете медсестры, чтобы Такаши сразился с девушкой мечом во сне, а Вэй будет его подстраховывать. Перед тем, как заснуть, Момока говорит Такаши, что отношения между магом и его аспектом похожи на отношения между родителем и ребенком. Это нелегко. Затем медсестра накладывает на Такаши заклинание сна, а директриса создает вокруг них защитный купол. Такаши открывает глаза в темном здании, где его ждет Муи. Она оставляет его снаружи, и они оказываются на пляже, где одежда Муи внезапно превращается в купальник. Она смотрит на Такаши осуждающим взглядом, потому что именно таким он видит ее в своих снах. Она спотыкается и пытается помочь ему, но в итоге падает на него. Вэй смущается и убегает в океан, а Такаши замечает Твайлайт, сидящую на качелях. Он подбегает к ней, но затем сцена снова резко меняется, и Муи тоже оказывается в своей обычной одежде. Внезапно Такаши видит голограмму своей мамы, которая извиняется и рассказывает ему что-то о его брате, но исчезает, не успев договорить. После этого на Такаши внезапно нападает его младший брат Деку, который обвиняет его во всех бедах, случившихся с их семьей. Деку поднимает клинок падшего ангела, который может пронзить что угодно, а затем отращивает крылья и использует мощную магическую атаку. Такаши бросается к Муи, но его брат превращается в Твайлайт, которая говорит мальчику, что он не подходит ей. Она достает свой меч и с помощью магии создает копию для Такаши. Он берет его и готовится к бою, говоря Твайлайт, что заставит ее подчиниться. Она не верит ему и превращает свой меч в убийцу волшебников, магическое заклинание, оставленное его предыдущим владельцем. Твайлайт нападает на Такаши, и он пытается уклониться от ее магии. Но она слишком быстрая, отталкивает его. Муи использует магический щит, чтобы защитить его, но один удар убийцы волшебников Твайлайт разрушает щит и поглощает его. Она говорит Такаши, чтобы он сдался, но когда он отказывается, она нападает на Муи, медленно поглощая всю ее магию. Сумрак говорит, что девушка умрет медленной смертью, потому что вся ее магия будет истощена, и если Такаши хочет спасти ее, он должен сейчас же покинуть сон. Люк не хочет, чтобы он сдавался, но тут Сумрак нападает на него. Такаши получает удары и теряет силы, а девушка начинает поглощать его магию. Он падает на колени, но вспоминает, что Момока говорила о том, что их с Сумраком отношения похожи на отношения родителей и ребенка. Он вспоминает, как его мать перестала называть его по имени, и это помогает ему решить проблему. Такаши извиняется перед Сумраком, когда тот уже готов нанести удар. Он говорит, что никогда не давал ей имени, а ведь это было то, чего она хотела больше всего, и теперь он даст ей имя, которое придаст смысл ее существованию. Он называет ее Этерна, и девушка роняет меч и разбивает лед под ними. Она садится на пол и радуется, что ее новый хозяин дал ей имя. Она ярко сияет и превращается обратно в меч, и когда Такаши берет его, Муи подбегает, чтобы обнять его за то, что у него все получилось. Время летит незаметно. Скоро наступит апрель, и сейчас Такаши и Уруми на свидании, чтобы отпраздновать окончание первого года в Академии магии. Они говорят об Этерне, которая до сих пор иногда показывает Такаши пророческие сны, но понимает, когда он говорит, что ему нужно поспать. Скоро начнется прием новых учеников в японскую Хогвартс Академию, и второкурсники Такаши и Куруми будут встречать их. Они были в шоке, когда Ида пришел в школу с младшей сестрой Футабой, которая тоже собиралась поступать в школу магов. Такеши и Куруми не могли поверить, что у их друга-хулигана может быть такая милая и невоспитанная сестра, и решили, что он ее удочерил. Когда Ида сказал, что они родственники по крови, они перешли к следующему вопросу и спросили, как его сестра может использовать магию. Ида объяснил, что во время каникул Футаба хотела пойти на вечеринку по случаю дня рождения мальчика, а он не разрешил ей. Они начали спорить, и он буквально взорвался и применил магию к своей сестре. Теперь она тоже маг. Когда Ида и Футаба бегут в зал для ориентации, Такеши слышит голос, от которого у него мурашки по коже. Он смотрит вперед и с удивлением видит своего младшего брата Геку, который тоже подает документы в их школу. Куруми тоже не может в это поверить. Геку говорит, что теперь он тоже маг, и обещает позже рассказать, как он им стал. Но он оказывается жалким лжецом, потому что ничего не рассказывает даже спустя много дней. Однажды у него и Такеши происходит неожиданная встреча в ванной, где Джаку ведет себя странно дружелюбно и даже предлагает потереть ему спину. Они разговаривают о своих чувствах, и Джака извиняется за то, что они были в ссоре. Он говорит, что Такеши не виноват в аварии, но из-за того, что он был расстроен из-за того, что потерял большую часть своих ног, он сорвался на него. Такеши прощает брата за недоразумение, и они снова налаживают отношения. Но потом он вдруг вспоминает свой кошмар, в котором был его брат, и начинает сомневаться. Но это не мешает их школьной жизни быть обычной и спокойной.
Они действительно хорошо ладят друг с другом. Однажды во время обеденного перерыва зеленоволосый учитель останавливает Такаши и сообщает ему, что его младший брат Геку. Он предупреждает Такаши, что у них с братом совершенно разные взгляды на жизнь, и советует ему направить мальчика в нужное русло. Такаши в замешательстве. Он понимает, что учитель что-то скрывает. В ту ночь Такаши снова снится кошмар, в котором он видит слайд-шоу предсказаний, а затем оказывается в бесконечной темноте. Там он видит повзрослевшего Геку, который заявляет, что украл у него все. Он говорит, что теперь очередь Такаши, и он украдет у него Сумрака и Куруми. Такаши просыпается с криком, хватая ртом воздух, но потом замечает Васиджу, сидящего на подоконнике. Такаши достает меч, но Васиджу говорит ему успокоиться. Он здесь не для того, чтобы драться, а чтобы поговорить. Он рассказывает мальчику об уроке истории, который не преподают в школе. История начинается в конце 8 века, когда группа магов решила править другими магами и начала пытать и убивать тех, кто слабее. Эту группу магов-нацистов звали Бридж. Они считали себя выше всех остальных и преследовали других магов. Какаши в шоке, но Васиджу уверен, что его магические глаза говорят ему правду. Он спрашивает мальчика, слышал ли он о Кадзуме, который был лидером призрачного трейлера. Вашиху говорит, что они с Кадзумой были друзьями детства и вместе учились в Хогвартсе. Кадзума был невероятно силен, и волшебный браслет хотел завербовать его, но он отказался. Он знал, что они хотят использовать его в войне, но он хотел жить по своим правилам. Когда Кадзума пришел в офис волшебного браслета, чтобы отказаться от их предложения, человек, который с ним разговаривал, сказал, что его родители сейчас в заложниках. И если он хочет их увидеть, то должен присоединиться к ним. Кадзума был в ярости и потребовал немедленно освободить его родителей, но человек сказал ему сначала подписать контракт. В гневе он выхватил палочку, напал на человека и убил его. Вскоре волшебный браслет убил его родителей, и это заставило Кадзуму открыто восстать против них. Для этого он создал трейлер с призраками, в котором были единомышленники и маги, которым угрожал волшебный браслет. Такеши в шоке от этой истории и говорит, что Кадзума террорист, убивший сотни магов и обычных людей. Вашиху не отрицает этого и говорит, что эти люди были хуже Гитлера и охотились на невинных магов тысячи лет. Кадзума просто хотел положить этому конец, и в конце 20 века он начал Великую магическую войну против волшебного браслета в Токио. Многие могущественные маги сражались друг с другом и погибли, и когда битва подходила к концу, предыдущий владелец Сумерек выступил против Кадзумы. Он использовал разрушительное заклинание, но его друг предал его и встал на пути атаки, чтобы спасти женщину по имени Юка. Он погиб, и это стало ударом для Юка и Кадзумы. Такаши ошеломлен, услышав это, и почти заикается, когда Вахиджу спрашивает его, слышал ли он когда-нибудь имя Нанас Юка, которая избила своего учителя и была одной из 15 великих волшебниц призрачного трейлера. Такаши не может в это поверить, потому что это имя его матери, и он спрашивает Вахиджу, почему тот рассказывает ему эту историю. Вахиджу отвечает, что их друг, который предал призрачный трейлер, был влюблен в Юка, и если бы он не спас ее той ночью, Такаши не было бы на свете. Вахиджу хочет, чтобы Такаши присоединился к ним, чтобы отблагодарить его, а если он не сможет, то должен хотя бы вернуть меч, потому что он его не заслужил. Такаши отказывается, говоря, что это не его проблема, и Вахиджу говорит, что теперь он волшебник, и рано или поздно ему придется выбрать сторону. Он просит Такаши выбрать призрачный трейлер или волшебный браслет прямо сейчас, но тот отказывается. Вахиджу впечатлен, что Такаши не выбрал волшебный браслет, и говорит, что у него еще есть надежда. Он уходит, говоря, что магический глаз Такаши, который на самом деле был способностью под названием видения, покажет ему правду. И когда он ее узнает, то сам придет в призрачный трейлер. Вахиджу просит Такаши спросить Мамоку, чтобы она подтвердила его слова, если он ему не верит, и выпрыгивает в окно. Такаши бежит за ним, но просыпается, понимая, что разговаривал с Вахиджу во сне. На следующий день он идет к директрисе, спрашивает ее о войне и участии в ней его матери. Мамока подтверждает, что его мать Юка была одной из 15 великих волшебниц бригады магов, но когда Такаши спрашивает, кто убил родителей Кадзумы, она замолкает. Такаши видит что-то в его взгляде и, смутившись, убегает. Никто из них не знает, что в штабе призрачного трейлера Кадзума впервые за 17 лет открыл глаза. Вайджиу спал, когда это произошло, но он видел слезы на его лице. Он очень взволнован, но Виолетта предсказывает будущее и говорит, что Кадзума будет постепенно просыпаться, но его полное пробуждение уже не за горами. Через месяц Кадзума просыпается после 17-летнего сна и видит, что его верные союзники окружают его. Вайджиу говорит, что их борьба еще не окончена, потому что бригада магов все еще существует. Он просит Кадзуму приказать им уничтожить их, и тот отдает приказ начать Вторую Великую магическую войну. В это время Такеши находится в классе и думает о слайд-шоу из своих кошмаров.
Он часто видит там дракона и задается вопросом, что это значит. Когда Му зовет его на следующий урок, Такеши встает, и перед его глазами появляется видение, и он кричит всем, чтобы они пригнулись. Черт, автокоррекция. Все растеряны и молчат, но тут окна класса разбиваются, и Куруми чуть не попадает под осколки, но Такеши спасает ее. Он выглядывает наружу и с ужасом видит гигантского красного дракона, точно такого же, как в его снах. Здание трясется, и Ида бежит спасать свою сестру Футабу, а Такеши помогает Куруми подняться и выбегает вместе со всеми на улицу. Дракон извергает пламя и превращает классную комнату в пепел, и Такаши едва успевает спастись. Вэй говорит ему выглянуть в окно, и они видят, что маги в красных мантиях проникли на территорию Академии и нападают на учеников. Такаши беспокоится о Геку, бежит за ним вместе с Куруми, а Муи идет проверить Сугу. По пути она сталкивается с группой магов в красном, и они нападают на нее с обеих сторон, но в последний момент появляется ее брат и спасает ее. А потом побеждает всех с помощью магии льда. Директор Момока выходит из своего кабинета и убивает всех нападающих, но тут появляется команда из 3 магов. Она узнает в них непобедимую тройку из сообщества Пендрагон и спрашивает, почему они объединились с призрачным трейлером. 3 магов не настроены на разговор и сразу же начинают свой план по ее уничтожению. Первый маг использует свой степлер, чтобы запечатать комнату, и магия черной двери Момоки не работает внутри запечатанной комнаты. Затем второй маг высасывает весь воздух из комнаты, но когда директор не падает без сознания от нехватки кислорода, она в шоке. Момока вонзает свой меч-компас в пол и пробивает барьер, чтобы вернуть комнате прежний вид. Она говорит, что нашла слабое место в их трюке, потому что они ее недооценили. Она поняла, что они могут дышать без воздуха, потому что они связаны друг с другом, а черная дверь, которую она создала, позволяла ей всегда быть с ними на связи. Затем Момока создает черную дыру, которая засасывает их внутрь и запирает в своем подвале. Однако ее борьба еще не закончена, так как перед ней появляется Вайлет из трейлера «Призрак». Она призывает демонического воина, используя свои карты, и посылает его атаковать Момоку, которому трудно с этим справиться. Затем Вайлет внезапно отменяет демона и вместо него призывает своего дракона, и Намака понимает, что может победить его. Он нападает на нее своим хвостом, и она пытается защититься, но все бесполезно, и она теряет сознание. С другой стороны, Такаши и Куруми ищут Гека, которая появляется перед ними в красном платье нападавших. Девочка с облегчением видит, что он в безопасности, но видение удара Такаши предупреждает его об опасности. Он противостоит своему брату, который проклинает его видение удара, говоря, что это была магия, подобающая трусу, который знает только, как убежать. Он спрашивает Какаши, не думал ли он, что для него было слишком удобно так легко получить прощение за свои грехи. И последний понимает, что Геку это прямо сейчас работаю с трейлером Coast Trailer. Он утверждает, что научился использовать магию у Васиджу и теперь является верным солдатом под его командованием. Куруми просит его прекратить это безумие и покинуть трейлер призрака, но Гека отказывается, говоря, что ему там нравится, и благодарит их за то, что они дали ему силу отомстить призракам, своему брату за все, что он сделал. Гека исчезает и мгновенно появляется позади Такаши, чтобы напасть на него. Такеши блокирует его атаку, но Геку снова исчезает и продолжает атаковать его сзади, пока наконец не настигает его и не сбивает с ног. Куруми просит Геку перестать бить Такаши, но тот, ослепленный яростью, продолжает избивать его. Он рассказывает им о своей магии, которая позволяет ему телепортироваться куда угодно. Он хотел проверить ее в бою с братом и обнаружил, что она намного сильнее. Гека поднимает меч, и Такаши пытается контратаковать, но Гека уже телепортировался за его спину и ударил его в плечо. Куруми подбегает к Такаши и, плача, закрывает его собой. Она спрашивает Геку, зачем он это делает. Он отвечает, что мстит своему брату, который толкнул его под машину. У него есть магия телепортации, которая стала отличной компенсацией за его поврежденную ногу, и он собирается использовать ее как оружие. Такаши, услышав это, встает и достает меч, говоря Куруми, чтобы она отошла. Он спрашивает брата, удовлетворится ли он, если убьет его, но Гека отвечает, что оставит его в живых, но заберет все, что ему дорого, включая его девушку и меч. Он использует мощное заклинание, чтобы превратиться в демона, и у него вырастают черные крылья, а меч покрывается черным пламенем. Гека ускоряется и с силой бьет Такаши в живот. Он продолжает избивать его со всех сторон, а затем мощным ударом вырубает его. Куруми плачет и снова подбегает к Такаши, а Гека говорит ей, чтобы она отошла от него. Когда она не слушается, он отталкивает ее и пинает брата, но Куруми вырывается и убегает к своему парню. Она целует его, и от ее бальзама для губ активируется магия, превращая ее в Такаши. Сейчас Геку очень ревнует и силой оттаскивает ее от своего брата, даже бьет ее, когда она сопротивляется. Только потом он понимает, что под этой внешностью все еще Куруми, и сожалеет, что ударил ее, и забирает ее и свой меч.
Такаши оказывается в темном месте в своих снах, и Этерна зовет его по имени. Она дает ему энергетический шар, говоря, что это все, что она может для него сделать. Как только Такаши касается энергетического шара, яркая вспышка света показывает ему пророчество, в котором он видит, как Джаку и его мама ссорятся, и Джаку нападает на нее. Такаши в ужасе осознает, что его сумасшедший младший брат собирается убить ее маму, но это не единственная его проблема, и Этерна умоляет его поскорее найти ее. Вэй пытается найти Такаши и видит, что он лежит без сознания, а рядом с ним фиалка. Она думает, что это женщина из трейлера с призраками избила ее парня. Вэй направляет пистолет на фиалку, которая использует свои карты, чтобы призвать демоническую монахиню с хлыстом. Вэй стреляет в нее, но монахиня очень быстрая и уворачивается от молнии, а затем и от огненной пули. Используя свои призывы как отвлекающий маневр, фиалка решает забрать Такаши себе в качестве новой игрушки. Муи бежит, чтобы спасти его, и перепрыгивает через демоническую монахиню, которая хватает ее за ногу хлыстом и швыряет на землю. Девушка потеряла свой пистолет, и монахиня собирается прикончить ее. Но тут три девушки приходят ей на помощь и полностью уничтожают монахиню. Они создают мощный вихрь, который уносит фиолетовый дым, и Муи ныряет в него и ловит Такаши, когда офицер-призрак убегает. Муи будет Такаши, и он говорит ей, что Гэку похитил Куруми. Лидер девушек, которые только что спасли их, подходит к нему и представляется как Ина, студентка 4-го курса японской школы волшебства и член сообщества Камелот. В этот момент туда приходит Шуба, который беспокоился о своей сестре, но с облегчением видит, что его девушка Ина держит ситуацию под контролем. Такаши пытается встать на ноги, но он сильно ранен и падает. Шуга говорит, что ему нужно к врачу, и Ина с друзьями решают отвезти его в больницу Камелот в реальном мире. Когда они увозят его, Муи замечает артефакт, который Куруми оставила после своего похищения, и поднимает его. Через 3 дня Такаши просыпается в больнице, и Муи ухаживает за ним как личная медсестра. Она плачет от радости, что с ним все в порядке, и он вытирает ее слезы. В этот момент в комнату врывается Ида, прерывая их, и обнимает Такаши, рассказывая ему о своей трагедии. В день нападения люди из инспекционного бюро забрали Футабу для допроса, и когда он попытался сопротивляться, они напали на него. Муи говорит Такаши, что инспекционное бюро – это специальное подразделение волшебного браслета, которое занимается невероятно сильными и талантливыми молодыми магами. У них нет новостей о его сестре, и даже Шуба сейчас ничем не может им помочь. Такаши успокаивает своего друга, говоря, что Футабе лучше было бы находиться где-нибудь подальше от поля боя, но это напоминает ему, что Куруми тоже забрали. Вскоре туда приходит Суба и его девушка, и Такаши узнает от них, что пропала даже директор Момока. Сейчас большинство здоровых студентов собираются в штабе волшебного браслета, чтобы подготовиться к войне с призрачным трейлером. Но Суга хочет, чтобы Такаши остался в Камелоте, пока полностью не поправится. Такаши не может сидеть на месте и спрашивает, есть ли у них какая-нибудь информация о Куруми, чтобы он мог пойти и спасти ее. Но Инна говорит, что у них нет никаких зацепок, и они ничего не могут сделать прямо сейчас. Муи думает о магическом предмете, который оставила Куруми, но никому об этом не рассказывает. Ночью Муи засыпает рядом с Такаши, а он просыпается, чтобы выйти на ночную прогулку. Проклиная свою беспомощность, он слышит, как Суба и Инна говорят о нем, и прячется, чтобы подслушать. Анна хочет, чтобы Такаши ушел из Камелота, потому что здесь живут только женщины, и они уже оказали ему большую услугу, позволив остаться и выздороветь. Суба просит, чтобы его оставили еще ненадолго, потому что он все еще слишком слаб, и если он вернется, волшебный браслет обязательно отправит его на передовую. Инна решает согласиться с просьбой своего парня и говорит, что поговорит об этом со своим начальством. Услышав все это, Такаши возвращается в свою комнату, чувствуя себя еще более беспомощным, чем раньше, но немного приободряется, увидев Муи. Пока он отдыхает в больнице, мир волшебников начинает меняться. В штаб-квартире призрачного трейлера Казума собрал свою армию для войны и отправил своего самого верного друга Васиджу выследить великого мага по имени Мудрец. Вашиджу преуспевает в своей миссии и убивает всех охранников и ранит мудреца, но оставляет его в живых, чтобы объяснить свой дьявольский план. Магический дар старого мага защищал мир живых от магов, но если он умрет, заклинание исчезнет, и они снова смогут сразиться с ними. Казума планирует уничтожить волшебника Брейса и 7 больших общин, чтобы они могли создать новый мир, который будет мирным и гармоничным. Как только он заканчивает объяснять план, Васиджу убивает мудреца, и из его тела вырывается фейерверк, сигнализирующий о том, что дар заклинания был удален. Теперь маги могут свободно входить в мир живых и сражаться там. Именно это они и делают. Маги с обеих сторон вскоре отправляются в мир живых и начинают сражаться в воздухе, оставляя обычных людей в недоумении. Их битва разрушает здания и убивает много людей, и Такаши узнает об этом достаточно скоро. Он потрясен, и в его голове снова всплывает пророчество о том, что Геку убьет его маму. Он просит Субу и Ину отпустить его домой, и они соглашаются после некоторого раздумья. У него дома мама Такаши Юка заметила начало войны и очень расстроена из-за этого. Когда Такаши приезжает туда вместе с Субой и Иной, Юка испытывает
облегчение, увидев его, но травма прошлого все еще стоит между ними. Она передает Юка письмо от лидера Камелота, которое официально просит ее обучить Такаши. Оба мальчика в шоке, но Юка отвечает, что она больше не волшебница, и что это не ее дело участвовать в их войне. Анна спрашивает Какаши, хочет ли он стать сильнее или остаться неудачником на всю жизнь, и он отвечает, что хочет стать достаточно сильным, чтобы спасти Куруми. Юка берет письмо и находит в нем кольцо, которое заставляет ее согласиться на просьбу. Она приводит Такаши в тренировочный зал, и когда он спрашивает, как она может его учить, если не может использовать магию, показывает ему силу кольца, которая временно позволяет ей использовать магию. Затем она спрашивает сына, хочет ли он стать сильным, чтобы спасти Куруми или победить призрачного трейлера 2, но Такаши отвечает, что не хочет участвовать в войне. Он не понимает, на чьей стороне правда, но будет сражаться, чтобы защитить своих друзей. Его мать понимает его решимость и начинает тренировку, прося показать, сколько магии он может использовать. Она не впечатлена его магией и решает тренировать его самым жестким способом, который только возможен. Такаши завязывают глаза, и он пытается сражаться с матерью, вооружившись бамбуковым мечом, но она побеждает его и оставляет его тело в синяках. Постепенно Такаши становится лучше благодаря тренировкам, но он не знает, что его маме не здоровится. Она использовала кольцо, и ее жизненная сила уходила на создание магии, и она рискует своей жизнью, чтобы подготовить сына к войне. Через несколько дней Такаши встречается с Муэ, который спрашивает, как проходят его тренировки. Такаши посмеялся от души, прежде чем Куруми снова начала волноваться за него, и настроение у него наконец-то улучшилось. Она говорит, что это магический артефакт, который используется для телепортации магов в нужное место, и предполагает, что он может привести их к Куруми. Такаши удивляется и спрашивает, почему она раньше ничего об этом не говорила, а Муи отвечает, что он бы точно бросился спасать Куруми, не задумываясь о том, насколько он слаб. Теперь она уверена, что он осознал свое положение и не станет ничего предпринимать, пока не закончит обучение. Такаши благодарит ее и обещает, что сначала закончит обучение, а потом Муи извиняется, потому что считает, что это она виновата в том, что Такаши стал магом. Она плачет, но Такаши говорит, что это он виноват в том, что был слишком слаб, и что она должна благодарить ее за то, что она была рядом с ним в горе и в радости. Тем временем Куруми все это время была без сознания в штаб-квартире призрачного трейлера, и ей снится кошмар, в котором Такаши мертв. Она просыпается в ужасе от этого сна и оказывается в незнакомой комнате. Она смотрит в зеркало и еще больше удивляется, увидев, что теперь она похожа на Такаши. Пока она размышляет, что с ней происходит, к ней заходит Деку, и она вспоминает, как он ранил Такаши и как она превратилась в своего парня, когда поцеловала его. Она вытирает губы, и магия исчезает вместе с бальзамом для губ, и она задается вопросом, откуда у нее эта новая сила. Гаку говорит, что теперь она выглядит лучше, и он любит ее такой. Куруми в ужасе говорит, что он ее не любит, и хочет забрать Такеши только потому, что ревнует. Она говорит, что ни она, ни меч не принадлежат Геку, и в ярости выбивает дверь, чтобы Куруму убежал за ней. Она не знает, где находится, но потом натыкается на Агами. Мы удивлены, увидев ее. Он спрашивает, что она делает в штабе призрачного трейлера, и Куруми в шоке, но все равно доверяет ему и просит помочь. Она хочет сбежать от Геку из этого места, и Агами приводит ее в свою комнату, где говорит, что его воспоминания вернулись. Но он все еще помнит и то, что было во времена волшебного браслета. Затем надоедливая девушка из их группы Харука открывает дверь, и Агами падает на Куруми в неловкой позе. Харука спрашивает, когда у него появилась девушка, и они оба набрасываются на нее, говоря, что это не так. Куруми просит их помочь ей вернуться к Такеши, и после долгого разговора Харука решает помочь, потому что она очень зла на Гекку, который украл их место. Они выводят ее из комнаты, говоря, что замок создан с помощью магии. И как и в общежитиях Хогвартса, его планировка постоянно меняется. Они ведут Куруми в подвал, но замечают, что к ним идет Геку, и девушки прячутся, а Агами вступает с ним в бой. Будучи опытным извращенцем, Геку замечает Куруми, когда видит ее бедра, и идет к ней. Хатару предлагает ей превратиться в Куруми, чтобы спрятаться. Куруми наносит на губы бальзам, а затем Хатару страстно целует ее, и она превращается в Куруми. Первоначальная Хатару убегает, и Джеку не узнает превратившуюся Куруми, поэтому он уходит вперед. Однако Вагами узнает ее и ведет к выходу, а Куруми держится за его рубашку, потому что боится. Снаружи они встречают Вашиджу, который хочет поговорить с Оигами, и тот уходит, оставив Куруми одну. Она все еще пытается найти выход из замка и бежит к выходу, но это чертов лабиринт, и она быстро устает. Она все еще ничего не нашла, но когда вытирает пот с губ, ее магия исчезает, и она снова становится собой. Куруми волнуется, но все равно решает идти дальше и находит темный коридор. Как только она заходит туда, дверь за ней закрывается, и к ней подходит мужчина. Сначала она напугана, но когда он протягивает ей руку, она берет ее, и он превращает огромное зеркало в портал, и они входят в него. Куруми с удивлением оказывается в кабинете и в ужасе узнает, что мужчина перед ней печально известный террорист Кадзума, но он не собирается причинять ей вред.
Дома Текаши стал намного сильнее, и его мать решает научить его мощному заклинанию. Она создает магический круг и просит Текаши сосредоточиться на нем. Текаши следует ее инструкциям, начинает парить в воздухе и загружает заклинание из облака. Юка смотрит на него и вспоминает старые добрые времена, когда они были счастливой семьей, и заканчивает тренировку, чтобы справиться с ностальгией. Перед тем, как уйти, Хикаши спрашивает Юка, почему она никогда не рассказывала им о том, что она волшебница. И Юка понимает, что она не была достаточно хорошей волшебницей, чтобы рассказать ему об этом. Внезапно она теряет сознание, и Такаши поддерживает ее, пока она пытается сказать ему что-то важное, но он просит ее отдохнуть. Позже в тот же день Такаши думает, что теперь он достаточно силен, чтобы спасти Куруми, и размышляя о том, чтобы отправиться спасать ее. Он видит, что к нему подходят Муи и Ида и говорят, что он не пойдет один. Они готовы поддержать его, и Такаши нажимает кнопку на волшебном устройстве, которое переносит их в штаб-квартиру призрачных трейлеров. Они появляются из зеркала в темном зале, где их уже ждут Оигами и Хатару. Оигами спрашивает Такаши, почему у него волшебный артефакт, если он был у Куруми, и Такаши злится, требуя сказать, где его девушка. Вагами нападает на Такаши, предлагая ему победить, если он хочет получить ответы. Такеши блокирует его атаку запасным мечом и уклоняется от его ударов с помощью своего видения удара. Муи и Ида хотят помочь ему, но Хатару достает шприц и говорит, что им придется сразиться с ней. Вагами использует освобождение и увеличивает свою силу, чтобы одолеть Такаши и повалить его на землю. Он стреляет в него магической пулей, а затем наносит завершающий удар. Такеши блокирует его щитом, который отбрасывает назад, и Оигами начинает наслаждаться боем. Во втором бою преимущество на стороне Хатару, и она достает шприц с динозавровым ядом, чтобы прикончить Муи и Иду. Но мальчик говорит ей, что сдерживался, потому что она девочка, но больше не будет тратить время впустую. Он стреляет огненной пулей в Хатару и ломает ей шприц, а когда она начинает ругаться, он сбивает ее с ног. Тесси помогает Текаши и стреляет в Оигами, который нападает на нее в ответ. И воспользовавшись этим, Текаши произносит заклинание и заканчивает его, как раз когда Вагами нападает на него. Он выпускает ауру меча и легко уклоняется от всех атак врагов. Оигами тоже использует ауру меча и отталкивает Тесси, который просит Муи помочь ему, когда он подаст ей сигнал. Тесси атакует Оигами, но его тяжелый щит отражает и ломает его меч. Тесси снова нападает на него и просит снять щит. Она подчиняется, и он использует магию и атакует Оигами, а затем применяет второй тип магии другим глазом. Комбо-атака ломает тяжелый щит, и Оигами побежден. Тесси говорит ему, что теперь он намного сильнее и может видеть будущее, поэтому будет разумным сдаться. Вагами признает свое поражение, и Ида приводит туда Хатару. Они рассказывают Такаши и его группе все, что произошло между ними и Куруми, но они понятия не имеют, где она сейчас. Видение Такаши говорит ему, что они говорят правду, и он благодарит их за попытку помочь Куруми. Но так как они не могут найти Куруми, он понимает, что миссия окончена. И возвращается домой, не зная, что Куруми с Кадзумой, который рассказывает ей секреты, которые известны только ему. Такаши возвращается домой, и у него возникает нехорошее предчувствие, что случится что-то плохое. Как только он подходит к воротам, он видит, что Геку выходит из дома весь в крови. Такаши в ужасе вспоминает свой сон, в котором его брат убил их мать, и спрашивает Геку, что он сделал. Геку отвечает, что Юка первая напала на него, и он просто защищался. Такеши теряет самообладание, достает меч и говорит брату, чтобы тот убирался с дороги. Геку смеется над ним и просит не волноваться, потому что Юка еще жива. Он использует освобождение, и Такаши замечает, что он держит Этерну, которая исказилась из-за темной стороны его личности. Геку облизывает меч и говорит, что хочет проверить его. Такаши в ярости использует освобождение, и Геку решает помучить его еще немного, приказывая мечу принять человеческий облик. Такаши видит Этерну в цепях и жалеет ее. Но у него нет времени на это, потому что она подчиняется приказу Геку напасть на него. Такеши умоляет ее остановиться, но она совершенно безэмоциональна и отталкивает его. Она поднимает его меч и собирается нанести смертельный удар, но Геку останавливает ее и превращает обратно в меч. Он хочет сам убить своего брата, но сначала хочет рассказать ему ужасную семейную тайну. Геку говорит Такаши, что 3 года назад в аварии был виноват не он. Они оба думали, что это Такаши толкнул его под машину, но это было не так. На самом деле это была вина их матери, потому что она попросила лидера Камелота убить младшего сына. Но у нее ничего не вышло, и когда она узнала, что он будет хромать всю оставшуюся жизнь, она не смогла заставить себя снова причинить ему вред. Такаши не может в это поверить и обвиняет Джаку во лжи, но тот говорит, что узнал об этом от их матери. Она сделала это, потому что Кайл показал ей видение будущего, в котором Джаку станет ужасным монстром, и она хотела это предотвратить. Такаши потрясен, услышав это, и поднимает свой меч, проклиная брата. Геку злится на его тираду и демонстрирует свою силу,
силу, разрушая все вокруг. Он говорит Такаши, что им нужно раз и навсегда решить этот вопрос, но он не хочет драться со своим младшим братом. Однако Такаши понимает, что Геку больше не тот человек, которого он знал, и теперь ему пора остановить его, пока он не навредил кому-то еще. Оба брата трансформируются. У Геку вырастают демонические крылья, его меч покрыт темной магией, а Такаши демонстрирует свою новую трансформацию под названием «Кризисный край», которая дает ему фиолетовый световой меч, как у Сэмюэла Л. Джексона. Геку телепортируется и атакует его, но на этот раз Такаши достаточно быстр, чтобы предугадать его движения и блокировать их. Они поднимаются в небо, где Такаши предугадывает все движения брата и уклоняется от них. Он ранит Джаку и наносит ему удар, а затем оказывается в том месте, куда тот собирается телепортироваться, чтобы нанести смертельный удар. Но их разделяет вспышка молнии, и они не успевают столкнуться. Такаши поднимает голову и видит, что армии волшебников и призраков-трейлеров уже здесь и стоят друг напротив друга. Ван хочет помочь Такаши, но Суба говорит ей, чтобы она сохраняла строй и не вмешивалась. С другой стороны, Шиджу возглавляет призраков-трейлеров и приказывает им убить всех. Начинается битва между двумя группами, и пока Ида и Муи сражаются, Куруми тоже там, пытается найти Такеши. За масштабным сражением Джаку и Такаши продолжают свою битву, и Джаку становится быстрее и безрассуднее, но все еще не может пробить защиту Такаши. Вскоре они оба выдыхаются, и Джаку срывается. Он говорит, что больше не знает, что правильно, а что нет, и чувствует себя потерянным. Он хочет, чтобы Такаши убил его, потому что он никогда не сможет простить его за нападение на их маму, и теперь ему некуда идти. Такаши говорит ему покинуть призраков-трейлеров и вернуться в семью, где они все уладят. Он отключает свой режим атаки и протягивает руку своему брату. Деку колеблется и медленно подходит к нему, но его меч кажется наполнен зловещей энергией. Куруми замечает их, когда они уже готовы пожать друг другу руки, и кричит Такаши, чтобы он отошел. Но уже слишком поздно. Как только Геку берет брата за руку, он показывает свое истинное лицо и называет его глупцом. Он нападает на него, но Куруми бросается к Такаши и обнимает его, жертвуя собой, чтобы защитить его. Геку в шоке, что он ранил свою возлюбленную, но Такаши в отчаянии пытается успокоить Куруми, которая сейчас тяжело ранена. Он прекращает бой и начинает лечить ее, и когда Буу замечает его, она оставляет своего врага и бросается к нему, а Суба прикрывает ее. Она подходит к Такаши и начинает лечить Куруми, а он просит ее позаботиться о ней, пока он заканчивает бой. Теперь он охвачен яростью и обрушивает всю свою мощь на Геку, который продолжает утверждать, что это не его вина. Такаши не сдерживается и обрушивает шквал атак на своего брата, отбрасывая его назад. Он одолевает Геку и сбивает его с ног. Такаши приземляется рядом с ним и говорит, что пора заканчивать. Увидев, что Геку больше нечем прикрываться, Джаку снова начинает проклинать его, говоря, что это он виноват в том, что украл у него Куруми. Они снова вступают в бой, их магия выходит из-под контроля и разрушает все вокруг. Черные молнии вылетают, и магический круг на Этерне начинает вести себя странно, их сила видна по всему городу. Далеко от места сражения Момока прибывает, чтобы принять участие в Великой войне. Она понимает, что силы братьев выходят из-под контроля, и чтобы остановить их, создает черную дыру и направляет ее на них, говоря, что Кадзуна будет довольна. Черная дыра растет и поглощает город, оставляя после себя только кратер, который приводит в замешательство друзей Такаши. В разрушенном доме Такаши Кадзума лечит Юка, а Вайолет ждет его снаружи. Она говорит, что они выполнили свою миссию и теперь могут начать восстанавливать мир. Кадзума спрашивает Юка, почему она все еще верна ему, несмотря на то, что он так сильно изменился, и она отвечает, что поклялась служить ему, когда он спас ей жизнь. Кадзума вспоминает прошлое, достает из кармана помятую фотографию Куруми в купальнике, которая есть только у Такаши. Он смотрит на Юка, называет ее мамой и обещает, что на этот раз он изменит будущее. Вскоре Такеши просыпается на скамейке в саду и не понимает, где он и что происходит. Он оглядывается и видит, что находится в Академии магии Субару, и удивляется, что ее отстроили после войны. Он осматривается и видит свою маму, но как только решает подойти к ней, замечает рядом с ней зеленоволосую учительницу, которая теперь сама студентка. Юка и ее студентка проходят мимо, не замечая его, и Такеши потрясен, не веря своим глазам. Позже он видит плакат, на котором написано, что сейчас 1998 год, и понимает, что его отправили в прошлое из-за магии Этерны, когда он столкнулся с Геку. Происходят еще более шокирующие события, и Такеши видит, как Васиджу и Момока гуляют вместе, а к ним присоединяется их друг Цукиёми. Такеши вспоминает его имя, маг, который пожертвовал собой, чтобы спасти его мать. Затем к ним присоединяется Кадзума. Такеши начинает понимать, что происходит. Но вдруг Кадзуме и его друзьям, хромая, подходит Геку и присоединяется к ним. Он, кажется, стал частью их компании, и Такеши не понимает, как это произошло. Он хочет, чтобы это был просто дурной сон, и чтобы он поскорее закончился.